Даже маленькие изменения себя способны изменить весь мир вокруг нас. И зачастую мы боимся изменений, потому что мы боимся измениться и потерять поддержку семьи, потерять статус, потерять какие-то преимущества, которые есть у нас в жизни. Как решить этот конфликт между тем, что жизнь требует от нас перемен, и того, что мы боимся этого? Okay, that's a great question. Это отличный вопрос. And yes, this is our tendency to become dependent on the environment that we are accustomed to. Да, у нас есть такая склонность. Мы склонны зависеть от окружающей среды, в которой мы находимся. We become dependent on our jobs, on our families, on society. Мы привыкли зависеть от своей работы, от своей семьи, от общества. And if we have some glimpse or we develop some taste for another truth, it may entail leaving those things behind. It may or may not. И если мы соприкоснемся с какой-то более высокой истиной, быть может, нам будет явлен хотя бы отблеск чего-то более высокого, то тогда это знакомство может в некоторых случаях, не всегда, но может заставить нас отказаться или пойти против наших прежних условий. Or it may not always entail leaving behind like material dependency, but it may entail losing some particular relationships that we have or being seen in a particular way by a set of friends or family members. Зачастую это может не означать, что мы потеряем что-то материальное, осязаемое, но иногда это означает, что мы потеряем что-то, связанное с представлением о себе. То есть мы станем иначе относиться к себе, мы станем выбирать иной круг друзей, мы станем искать для себя другой круг общения. And we are afraid of stepping into the unknown. И мы боимся вступить в неизведанное. We are afraid to be different. Мы боимся быть другими. So this can hold us back. И это может нас удерживать. But the scriptures advise us that we should have faith in circumstances like this. Но Писание советует нам, что нам надлежит хранить веру, когда мы оказываемся в таких обстоятельствах. We should have the faith that if we take steps towards a higher plane of reality, then even though it may mean that we lose something of our present plane of existence, there will be some compensation from that higher plane. Means they will look after us. Нам следует поддерживать в себе веру в то, что существует высший мир, существует высшая реальность. И даже если те изменения, к которым мы стремимся, приведут к тому, что мы утеряем что-то в знакомой нам обстановке, это обязательно будет скомпенсировано какими-то высшими дарами. In the Bhagavad Gita, which is probably the most famous scripture of India, you may have heard of it. Krishna, he says, Sarva dharmam prityaja mamekam sharanam vraja ham tvam sarva papebhyo mokshaya shami mashucha. That if you take some step towards me, and as a result of that, neglect some of your ordinary duties or obligations or relationships, don't worry, I will compensate for that. I will take care of that. Бхагавад-гита — это, быть может, самая известная из писаний Индии, возможно, вы слышали о ней, и в ней Кришна говорит, даже если ты, стремясь к высшей истине, пренебрежешь, проявишь неуважение к своим нынешним обязанностям, к тем обязанностям, которые от тебя ожидает семья, общество и прочее, то даже в этом случае не беспокойся, тебя ждет защита свыше. The conception given by the Vedas is that if we do our duty to the center, then everything else will naturally be fulfilled by that. Веды говорят в целом, что если мы будем исполнять свой долг по отношению к единому центру, то тогда все остальные наши обязанности будут исполнены естественным образом. In the same way that if you water the root of a tree, then the whole tree is nourished by that. All the parts of the tree are nourished by that. Подобно тому, как если мы поливаем корень дерева, то все части дерева от этого обретают питание. Нет нужды поливать каждую веточку. It is not that you will put water on the flowers or the leaves or the branches, but you will put water to the root. То есть вы не будете поливать водой каждый цветок, каждый листок, каждую веточку, но вы скорее будете поливать водою только корень. Or if you are feeling some weakness, some hunger, then you put food to your mouth and to your stomach, and then your whole body is nourished by that.
Или, если вы чувствуете слабость, вам нужны силы, то вы берете пищу и помещаете ее в рот, оттуда она попадает в желудок, и благодаря этому все ваше тело получает питание. It is not that you will put food into your eye or into your ear or any other place. Не то, что вы будете вставлять пищу себе в глаза, в уши или куда-либо еще. But it is natural that when we go to make that shift from acting on local, provincial interest to acting for central, absolute interest, there will be some disturbance. Однако в процессе этого перехода от привычного нам действия в соответствии с локальными, провинциальными интересами к действиям в интересах абсолютного центра, возможно, при этом переходе будут некоторые трудности. But that will be temporary, and in the long run, it will be for everyone's highest benefit. Но это будет лишь временно, а в конечном счете это приведет к благу для каждого. And ultimately, we are encouraged to have the faith that if we act in the interest of that higher plane will take care of us and everyone else connected with us. И в конечном счете нас вдохновляют следующими словами. Если вы постараетесь действовать в интересах высшего мира, то этот высший мир непременно позаботится о вас. Не только о вас, но и о всех, кто связаны с вами. Something like I don't know about here, but like in America, the government has this witness protection program. Я не знаю, как здесь, но, по крайней мере, в Америке существует у правительства такая программа защиты свидетелей. No, that if somebody has the courage to inform on somebody engaged in some illegal activity, then the police, they will take some steps to ensure the protection of that courageous person. То есть, если кто-то достаточно смел для того, чтобы сообщить о каком-то преступлении, серьезном преступлении, то тогда полиция со своей стороны предпримет все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить безопасность этого свидетеля, который проявил столь большую храбрость. And we've also heard this expression, no risk, no gain. Также мы слышали эти слова: без риска ничего не получишь. But one of our gurus, Srila Sridhar, she also points out that actually, if we are going to approach that higher plane of absolute reality, there's really no question of risking anything. Because what are we risking? We are risking that which is temporary and fleeting of this temporary plane. Но один из наших учителей, Шрила Читар Махарадж, он объясняет, что если мы действительно стремимся к абсолютной цели, к достижению абсолютного мира, то тогда, по сути дела, мы ничем не рискуем. Ведь единственное, чем мы рискуем какими-то бренными, временными вещами, которые в любом случае навечно нам не принадлежат. So we are encouraged, wherever you are, at whatever point you are in your journey in eternal existence, begin to act in the interests of that eternal aspect of yourself, of the soul plane within you. Поэтому нам советуют, в каких бы обстоятельствах вы ни находились, на каком бы этапе своего пути вы ни были, начните действовать в интересах этого внутреннего мира, этого мира вашей души. It is like sometimes we hear stories of, let's say, a child who's born in a very degraded section of society. Иногда мы слышим истории о том, как ребенок родился в очень низкой категории общества. Let's say a boy is born into a drug culture. His family, his neighbor, everyone in his acquaintance, they're involved in this. Например, ребенок родился и вырос в окружении культуры наркотиков. То есть вся его семья, все его соседи, все, кого он знает, когда растет, они тесно связаны с наркотиками. And generally the children born into this environment, they're accepting this is what life is about, this is my life. И обычно дети, которые выросли в такой обстановке, считают это естественным положением вещей. Они считают, вот жизнь, она такая и есть. But let's say this boy questions a little bit. Is there more to life than this? Но давайте представим, что этот ребенок начинает подвергать ситуацию сомнению и начинает спрашивать, а есть ли в жизни что-либо большее, чем это? And at school, he is beginning to hear and to conceive of another way of living. И в школе он начинает слышать об ином подходе к жизни. Он начинает слышать и мыслить об этом. And when he's at home with his family or when he's with his friends, he's being pulled completely in another direction.
А когда он возвращается домой или в круг своих друзей, то там его тянут в совершенно противоположную сторону. But if his conviction is strong enough, he will feel what I'm hearing from my teachers at school. I have more hope in this. I have more faith in this. Но если этот ребенок будет достаточно глубок в своем подходе, то он сумеет понять то, что я слышу от учителей в школе, я чувствую в этом большую надежду, я чувствую, что это для меня важнее. And at the expense of making his family angry and having his friends tease him, he may begin to devote all of his energy in trying to do well at school with this imaginary idea that there's another world out there and he can live a different life. И даже хотя его родители могут рассердиться, а его друзья начать насмехаться над ним, он начинает тратить все больше сил на то, чтобы добиться серьезных успехов в школе, на то, чтобы добиться серьезных успехов в достижении того самого воображаемого мира, в существовании которого теперь он уверовал. So the whole of his current experience is taking him in one direction, but his faith, his conviction is taking him in another direction. То есть весь его прошлый опыт тянет его в одну сторону, но его новая вера, новая убежденность влечет его в иную сторону. And if he has enough faith and he puts enough effort into that, then he can become free of that environment, he can start a new life. И если он посвятит этому достаточное число сил, энергии, то тогда он может быть в состоянии начать словно новую жизнь. And so the Vedas are telling us, yes, now you are experiencing a particular sphere of existence. Итак, Веды говорят, ныне вы живете в рамках определенной сферы бытия. But we are telling you, no matter how comfortable or uncomfortable you may be, there's something infinitely higher. Но Веды говорят, что как бы вам комфортно или некомфортно ни было сейчас, знайте, что существует нечто бесконечно выше этого. And we are asking you to begin to act in the interest of that higher plane, and then you will come to experience that plane. И мы просим вас начать действовать в интересах этого высшего уровня бытия, и тогда позже вы сумеете почувствовать реальность этого высшего уровня бытия. There may be some friction in the interim, but don't worry about that. На промежуточном этапе при переходе, возможно, будут какие-то трения, но не переживайте об этом. You go forward, you have no fear. Идите вперед и не бойтесь.